Всех приветствую, в работе у нас 120 Прадо. Владелец жаловался на стук в рулевой колонке. Первым делом я полез, соответственно, вниз посмотреть, слетело у нас стопорное кольцо или нет с рулевого вала. Вот такими самозажимными пассатижами я пользуюсь, чтобы устанавливать кольцо. Соответственно, зажимаю вал, отгибаю его. И вот здесь вот есть проточка, в которую вставляется колечко. Сейчас я его уже поставил на место. Не знаю, видно его или нет, но как бы оно там, получается, оно там есть. Вот. Вот оно, это колечко. Но в чем возникла фишка? При попытке установить это колечко на свое место, я пытаюсь вытянуть рулевой вал, но не могу это сделать, потому что хода не хватает. В общем, начал смотреть, что к чему. В итоге выяснилось следующее. Давайте возьмем фонарик. Значит, в итоге что мы имеем? Для того, чтобы все это нормально поставить на место, пришлось залезть сюда, расслабить вот здесь вот эту муфту подвижную для соединения двух частей рулевых валов. И только после этого у нас уже рулевой вал опустился вниз в шлицах, и удалось его нормально зафиксировать уже стопорным колечком. А косяк весь в том, что перебирали рулевую рейку и не совсем корректно поставили вот эти два вала. То есть этот вал-то у нас стоит корректно, а вот верхний вал они сместили при установке вверх, при этом сбив колечко стопорное, и появился стук в рулевой колонке. А назад я стопорное кольцо поставить не могу, потому что хода не хватает у меня, чтобы вниз его опустить. Вот такие пироги. В общем, берите на заметку, если у кого-то такой случай будет. Вот здесь вот ослабляйте винтик на промежуточной муфте. И уже потом без проблем, получается, опускайте вал вниз рулевой, ставьте на место стопор и проводите затяжку уже крепежных элементов. Вот такой вот интересный случай. В общем, всех благодарю, друзья, за внимание и всем желаю удачи. С наступившим Новым годом, крепкого здоровья, как говорится, и благополучия. Всем счастливо.